Глава 36. Голос Хуачена звучал с откровенным презрением, без тени учтивости. Однако стоило ему заговорить, и мужчина готов был стерпеть все насмешки толпы, но не посмел бы перечить. Служанка, что привела Сэляня, произнесла: «Молодой господин, сегодня удача поистине благоволит вам». Сэлянь, не отрывая взгляда от полога, спросил: «Что это значит?» Служанка ответила: «Наш градоначальник крайне редко приходит сюда поиграть, но вот уже несколько дней подряд он посещает игорный дом, да еще пребывает в прекрасном настроении. Это ли не большая удача?» Судя по тону, девушка относилась к этому самому градоначальнику с обожанием и даже благоговением, будто для нее возможность увидеть его – это уже великое счастье. Сэлянь не смог сдержать улыбки. Материалом полога служила легкая газовая ткань, не спадающая красной тенью, создавая ощущение тумана, колышущегося на ветру. Перед завесой стояли несколько очаровательных девушек, которые принимали ставки за игральным столом. Сэлянь вначале собирался лишь посмотреть на действо издалека, но, услышав голос Хуачена, стал пробираться к столу поближе, при этом стараясь не привлекать внимания. Когда он наконец протиснулся к третьему ряду зевак, то смог разглядеть мужчину, который делал ставку. То оказался живой человек. Сэляня это, впрочем, не слишком удивило, ведь он был осведомлен, что в призрачном городе встречались не только демоны. Немало заклинателей из мира людей также захаживали сюда, а иногда по ошибке забредали и простые смертные, находящиеся на краю жизни или же мучимые мыслями о смерти. Мужчина носил маску, через которую виднелись глаза, испещренные красными прожилками настолько, что казалось, он вот-вот заплачет кровавыми слезами. Губы мужчины поражали белизной, будто он много дней не видел солнечного света. Это был человек, но сейчас он походил на демона больше, чем любой из присутствующих. Обеими руками мужчина крепко прижимал к столу игральный стакан из черного дерева. Спустя мгновение, он не выдержал, будто решил пойти на риск, и произнес: «Но почему тому человеку позволили поставить свои ноги?» Одна из девушек у красного полога рассмеялась. Тот человек, грабитель, достигший в своем мастерстве небывалых высот. Его ноги наделены даром легкой поступи, на них он обошел целый свет, от них зависела вся его жизнь и ремесло. Поэтому его пара ног стоила того, чтобы поставить на кон. А ты, не ремесленник и не прославленный лекарь. Разве можно твою руку оценить так же высоко? Мужчина крепче стиснул зубы и воскликнул: «Тогда я поставлю 10 лет жизни своей дочери». Услышав ставку, Сэлянь удивленно замер и подумал: неужели под небом в самом деле найдется отец, способный поставить на кон жизнь собственного ребенка? Куда же это годится? Из-за полога раздался короткий смех Хуачена, затем ответ годится. Возможно, то было лишь ложное ощущение, но в этом годится Сэлянь расслышал суровые нотки. Он вновь подумал: Сань Лан говорил, что ему всегда везет. Даже из стаканчика для гаданий он выбросил самые счастливые палочки. Если он станет состязаться в удаче с этим человеком, непременно выиграет. Но тогда дочь проигравшего лишится 10 лет жизни. Стоило ему только подумать, как девушка у игрального стола сладко проворковала: «Чет, поражение, нечет, победа. Раскроешь кости, и пути назад не будет. Прошу». Значит, Хуачен вовсе не собирался выходить к столу играть. Тот мужчина, сотрясаясь всем телом, вцепился в игральный стакан и принялся со стервенением трясти. Голоса в главном зале немного притихли, так что стал отчетливее слышен стук игральных костей о стенки стакана. Мужчина долго тряс кости, затем внезапно застыл. В тот же миг в зале воцарилась мертвая тишина. Лишь спустя долгое время игрок медленно приподнял край игрального стакана и украдкой заглянул в образовавшуюся щель. Полные кровавых линий глаза вдруг округлились. Он яростно поднял стакан и в безумной радости завопил: «Нечет, нечет, нечет, я выиграл, ха-ха-ха, победа моя, я победил». Люди и демоны, собравшиеся за столом, увидев вовсе не тот результат, который хотели, цокнули языком и ударили по столу руками, выражая недовольство. Девушка с улыбкой объявила: «Поздравляю, твое дело вскоре пойдет в гору». Мужчина громко расхохотался, затем добавил: «Постой,
Я хочу сыграть снова. Девушка, милости прошу. Чего ты хочешь на этот раз? Лицо мужчины сделалось озлобленным. Я хочу, чтобы мои деловые конкуренты, все до одного, скоропостижно скончались. После такого заявления по залу пробежали восторженные прищелкивания языком. Девушка прыснула со смеху, прикрывая рот ладонью, и ответила. Осуществить это желание будет немного труднее, чем предыдущее. Может быть, попросишь что-то другое. К примеру, чтобы твое дело поднялось еще на ступень выше. Мужчина с налитыми кровью глазами отрезал. Нет, я хочу именно этого, я хочу этого, девушка. Но тогда, если таково твое требование, 10 лет жизни дочери в качестве ставки, возможно, будет недостаточно. Мужчина выпалил. Недостаточно, так я добавлю. Ставлю 20 лет жизни дочери, и еще ставлю ее брачные узы. Толпа демонов заголосила, громко хохоча. Ну и папаша, совсем совесть потерял. Дочку родную продает. Лихо, лихо. Девушка произнесла снова. Чет, поражение, нечет, победа. Раскроешь кости, и пути назад не будет. Прошу. Мужчина вновь принялся старательно сотрясать стакан. Если он проиграет, его дочь лишится 20 лет жизни и удачного замужества. Разумеется, итог неприятный, но что если он выиграет, неужели тогда все его конкуренты в самом деле скоропостижно скончаются? Сэлиню казалось, что Хуа Чен скорее всего не позволит этому случиться. Но, будто сомневаясь, все-таки сделал маленький шажок вперед. Принц все еще размышлял, стоит ли ему вмешаться и пойти на какую-нибудь уловку, как вдруг кто-то схватил его за руку. Обернувшись, принц увидел Ши Цинсюаня. Тот уже перевоплотился обратно в мужчину. Раздался его тихий голос. «Не поступайте опрометчиво». Сэлянь также тихо спросил. «Ваше превосходительство, почему вы снова приняли первоначальный облик?» Ши Цинсюань ответил. «Ох, в 2 словах и не расскажешь. Эти девушки и дамочки утащили меня за собой, сказали, что хотят показать один замечательный салон. Я с огромным трудом вырвался от них. Боялся, что настигнут опять, и потому пока перевоплотился. Они привели меня в одно место и нанесли множество чего-то непонятного на кожу, то тянули, то щипали, то шлипали, то ударяли. Посмотрите на мое лицо, с ним все в порядке. Никаких странных изменений». Он наклонился поближе к Сэлиню. Тот пристально вгляделся и ответил совершенно искренне. Кажется, стало еще более белым и блестящим. Ши Цинсюань, услышав ответ, так и просиял. «Правда, что ж, хорошо, просто замечательно, ха-ха. Где-нибудь есть зеркало, здесь есть зеркало, я хочу взглянуть. Сэлянь, полюбуйтесь на себя позже. В призрачном городе не представляется возможным воспользоваться сетью духовного общения, нам ни в коем случае больше нельзя расходиться. Кстати, ваше превосходительство, как вы узнали, что я здесь?» Ши Цинсюань ответил. «Я даже не подозревал об этом. Я пришел сюда, потому что здесь договорился о встрече с Цаньцу. Мы с вами расстались, и я решил сначала прийти сюда. Откуда мне было знать, что, оказавшись внутри, я так удачно наткнусь на вас? Сэлянь, вы договорились с Цаньцу, встретиться здесь?» Ши Цинсюань ответил. «Ага, Цаньцу, это Лан Цаньцу, его высочество Тайхуа, его-то вы уж должны знать, так ведь? Он, бог войны, покровитель восточных земель. Раз уж мы оказались на востоке, все же лучше согласовать наши действия с ним. Призрачный игорный дом – это самое оживленное место в призрачном городе, здесь кого только не встретишь. Здание приметное, люди и демоны ходят толпами, много и тех, и других, так что нелегко привлечь чье-то внимание. Поэтому я договорился с ним заранее, что мы встретимся именно здесь». Сэлянь кивнул, выражая понимание. Затем обернулся и увидел, что мужчина все еще не поднял стакан. Вместо этого закатил глаза и забормотал что-то несвязное, потому совершенно перестал отличаться от демонов, биснующихся вокруг в азарте игры. Принц вздохнул. Тот человек Ши Цинсюань, не переставая трогать свое лицо, перебил. «Я знаю, что вы хотите сказать. И я с вами согласен. Но призрачный город, владение Хуа Чена, правила призрачного игорного дома, все происходит по обоюдному согласию. Коли осмелился сделать ставку, не отступай перед игрой.
Небесные чертоги не могут вмешаться. Прежде понаблюдаем за тем, как будут развиваться события. В случае действительно безвыходного положения, мы что-нибудь придумаем. Сэлянь на пару мгновений задумался и решил, что Сань Лан, должно быть, не допустит ничего подобного, значит, занять наблюдательную позицию будет наилучшим решением. Поэтому принц больше не пошевелился. Игрок у стола, кажется, все-таки преисполнился смелости и приоткрыл краешек стакана. Итог вот-вот станет известен. Кто же мог подумать, что именно в этот момент кто-то внезапно выбежит вперед и ударит по игральному стакану с такой силой, что черное дерево разлетится в щепки. От удара разбился не только стакан. Раздробились кости руки, которую игрок все еще держал на стакане, через весь игровой стол пролегла трещина. Мужчина в маске, прижимая к себе пострадавшую руку, принялся с воплями кататься по полу. Демоны вокруг тоже заголосили, кто-то радостно, кто-то потрясенно. А тот, кто вмешался, громко заявил: как можно быть столь жестокосердным? Стремиться к богатству и славе не возбраняется, но пожелать смерти других людей. Играешь, так играй на собственную жизнь, если кишка не тонка. Но ты решил поставить на кон жизнь и брачные узы собственной дочери. Ты не достоин быть мужчиной, не достоин быть отцом. Говорил молодой мужчина с прямыми вразлет бровями и яркими словно звезды глазами, преисполненный отваги. На нем были надеты всего лишь простые одеяния, без намека на роскошь, и все же они не могли скрыть его благородного происхождения. Кто же еще это мог быть, кроме Лан Цаньцу, его высочества наследного принца государства Юнань? Увидев его, Сэлянь и Ши Цинсюань в толпе демонов одновременно закрыли лицо руками. Сэлянь простонал: «Ваше превосходительство, вы не предупредили его, чтобы он вел себя поосторожнее, когда придет сюда, чтобы не привлекал к себе внимания». Ши Цинсюань также простонал в ответ: «Я говорил, но такой уж он человек, ничего не поделаешь, если бы я раньше знал, то договорился бы встретиться еще на небесах, чтобы вместе спуститься сюда с Сэлянь». «Понимаю, неожиданно за пологом раздался легкий смешок Хуачена, вместе с которым сердце Сэляня тревожно подскочило. Юноша часто смеялся, когда находился рядом с ним, и сейчас Сэлянь уже более-менее научился отличать, когда он действительно искренне радуется, когда лишь язвительно насмехается, а когда в его усмешке звучат угрожающие нотки, подписывающие собеседнику смертный приговор. Однако далее Хуачен спокойно произнес: «Пришел в мои чертоги беспорядки учинять. А ты не робкого десятка, как я посмотрю». Лан Цаньцу развернулся в сторону полога. Его глаза ярко сверкнули. «Ты и есть хозяин этого заведения». Демоны вокруг стали насмехаться. «Эй ты, болван несведущий, хоть представляешь, с кем разговариваешь?» «Это наш градоначальник». Кто-то с прохладной усмешкой добавил: «Не только игорный дом, весь призрачный город принадлежит ему». Услышав эти возгласы, Лан Цаньцу нисколько не изменился в лице, а вот Ши Цинсюань едва не подпрыгнул от удивления. Мать честная, получается там, за пологом, скрывается тот самый собиратель цветов под кровавым дождем. Сэлянь, да это он. Ши Цинсюань, вы уверены? Сэлянь, я уверен. Ши Цинсюань, конец, нам конец. Как теперь спасти Цаньцу? Сэлянь, надеюсь, что он не раскроет своей личности. Лан Цаньцу тем временем огляделся вокруг, при этом разъяряясь все сильнее. Все в этом проклятом месте пропитано скверной, поистине раздолье нечистой силы. Что за твари собрались здесь и какими непотребствами занимаются? Того, кто открыл подобное место, невозможно назвать хоть немного человечным. Демоны зашикали на него в ответ: нас изначально людьми-то не назовешь, зачем нам какая-то человечность? Нам такая ерунда без надобности. Кому нравится, пусть забирает себе. Ты что о себе возомнил? Прибежал сюда, чтобы указания раздавать. Хуачен усмехнулся. Мои владения и есть самый настоящий разгул нечисти. По открытой для всех тропе небесных чертогов ты ступать не хочешь, а в преисподнюю, куда хода нет, суешься без приглашения. Что мы можем с этим поделать? Стоило Сэлиню и Ши Цинсюаню услышать фразу «небесные чертоги», к ним моментально пришло понимание. Значит, Хуачен уже догадался, откуда прибыл Лан Цаньцу. Впрочем, до последнего так и не дошел смысл данного высказывания.
Лан Цаньцу вновь ударил ладонью по столу. Он стоял у края, и на этот раз все люди и демоны, что окружали его, бросились в рассыпную, стол полетел прямо в сторону красной фигуры за пологом. Однако Хуачен, даже не меняя положение в кресле, мягко махнул рукой, и длинный игровой стол сменил направление, полетев обратно к Лан Цаньцу. Когда удар настиг Смутьяна, он вначале выставил одну руку перед собой, однако после обнаружил, что одной руки здесь недостаточно, поэтому тут же приложил обе. Он все упорствовал, да так, что на лбу постепенно проявились синеватые вены. В первоначально оживленном зале посетители попрятались по углам, а то и вовсе бросились на утек. Сэлянь и Ши Цинсюань никак не могли решить, стоит ли оказать помощь соратнику. Ведь они, можно считать, пока не разоблачены, а значит, могли бы незаметно помочь Лан Цаньцу. Но если они действительно выбегут на помощь, одним махом раскроют всех троих. Лан Цаньцу издал натужный крик и, наконец, вновь оттолкнул от себя непомерно тяжелый стол Хуачен за красной завесой, по-прежнему сидя в профиль к нему, плавно сжал пальцы, затем расслабил снова. В тот же миг стол разбился на бесчисленное множество мелких щепок, которые вновь атаковали Лан Цаньцу. Щепки пролетели по воздуху со звуком, напоминающим свист лезвия, яростно и стремительно, страшнее любого скрытого оружия. Если Лан Цаньцу продолжит скрывать магические силы, сохраняя облик простого человека, ему не удастся укрыться от атаки, что бы они ни сделал. Поэтому, когда в следующий миг его тело окутало едва заметное духовное сияние, Сэлянь и Ши Цинсюань все поняли и про себя воскликнули. Плохо дело, он собирается перейти в божественное воплощение. Однако свечение это вскоре исчезло, возможно, Лан Цаньцу наконец вспомнил, что в этот раз нельзя раскрывать свою личность, и потому в последний момент быстро скрыл божественное сияние. И все же, если Лан Цаньцу отступил, Хуачен отступать не собирался. Красная фигура, скрытая пологом, изобразила иной жест, сложила 5 пальцев в щепоть и легонько приподняла. Одно движение пальцев, и Лан Цаньцу подбросила в воздух и подвесила распластанным на потолке главного зала игорного дома. Попав в столь затруднительное положение, Лан Цаньцу, полностью обескураженный, попытался вырваться и, кажется, даже не понял, как вышло, что он столь внезапно воспарил в воздух. Сэлянь, будто страдая от головной боли, произнес. Его магические силы запечатаны, теперь не выйдет даже проявить божественное воплощение. Ши Цинсюань заметил, в призрачном городе властвует Хуачен. Стоит ему захотеть, он может запечатать чьи угодно силы. И хотя в итоге Лан Цаньцу оказался жертвой в данной ситуации, все же для них это имело некоторые преимущества. А именно, его настоящая личность будет скрыта, хоть и при помощи внешнего воздействия. В противном случае, если бы он сейчас в драке раскрыл божественное воплощение, все бы узнали, что бог войны Востока, совершенный владыка Тайхуа, ворвался в призрачный город и устроил скандал. В таком случае конфликт не удалось бы уладить так просто. Все-таки за многие годы, исключая какие-либо особые происшествия, отношения между небесными чертогами и миром демонов напоминали колодезную воду и речную, никто не вмешивался в дела другого. Когда непрошенный гость, устроивший переполох в игорном доме, оказался обезврежен, попрятавшиеся в разные стороны демоны вновь вылезли из укрытий, собрались в главном зале и принялись громко хохотать, показывая пальцем на Лан Цаньцу, подвешенного к потолку. Должно быть, сам Лан Цаньцу никогда раньше не попадал в подобные передряги. Лицо его раскраснелось, но ни звука не слетело с губ, он пытался незаметно применить силу, чтобы вырваться из невидимых пут. Снизу то и дело подпрыгивали демоны, чтобы ударить его по голове, но, к счастью, Хуачен подвесил пленника достаточно высоко, чтобы никто до него не достал, иначе позор достиг бы небывалых размеров. Хуачен за красным пологом усмехнулся. «Сегодня я поймал для вас игрушку, можете забавляться сколько хотите. Если кто из вас достаточно удачлив и способен предложить крупную ставку, сможет забрать его и сварить на обед». После такого заявления главный зал наполнился непрерывными восклицаниями, демоны галасили без умолку. «Сыграем на большее и меньшее, на большее и меньшее. Кто выбросит большее число, тот и забирает добычу на съедение».
Ай-яй-яй, паренек выглядит весьма питательным, хи-хи-хи-ха-ха-ха, дурень. В следующий раз будешь смотреть, на чью территорию с кулаками суешься. Четверо вирзел в масках притащили новый игральный стол, никто даже не вспомнил о мужчине, который все еще катался по полу с причитаниями, прижимая к груди покалеченную руку. Люди и демоны вновь собрались вокруг стола и начали новую игру, только на этот раз на кону оказался подвешенный к потолку Лан Цаньцу. Глядя на то, как яростно игроки предлагают ставки, Ши Цинсюань рядом с Селянем принялся ходить из стороны в сторону и нервно трясти руками. Как же быть? Попытаемся выиграть его обратно, или сразу ввязатяжемся в драку? Селянь, ваше превосходительство, везет ли вам в азартных играх? Ши Цинсюань, когда как? Разумеется, бывает, что везет, но бывает, и не очень. Удача в игре – вещь непредсказуемая. Разве можно сказать наверняка, повезет или нет? Селянь, можно. Взять, к примеру, меня. Мне никогда не везет. Ши Цинсюань. Настолько все ужасно. Селянь угрюмо кивнул. Если я брошу кости, выпадет, самые большие, 2. Ши Цинсюань нахмурился, но почти сразу что-то придумал, хлопнул по бедрам и произнес. Предлагаю сделать вот что. Раз уж вы можете выбросить самые большие, 2, в таком случае, сыграйте с ними, но не на самое крупное число, а на самое малое. Наверняка никто не сможет выбросить результат меньше вашего. Селянь, поразмыслив, ответил. В этом есть смысл. Я попробую. Затем принц подошел к столу и заявил. Нельзя ли изменить правила и сыграть на самое меньшее? Кто выбросит наименьшее число, тот побеждает, идет. За столом царила суматоха, кто-то отвечал согласием, кто-то отказом, и Селянь, решив воспользоваться моментом, схватил пару игральных костей и попробовал выбросить. Про себя принц повторял, меньше, меньше, меньше. Однако, когда кости оказались на столе, двое подошли взглянуть и увидели 2 шестерки. Селянь, Ши Цинсюань, Селянь, разминая лоб, произнес. Видимо, невезение в игре не станет везением лишь от перемены правил. Ши Цинсюань, повторяя жест принца, тоже потер лоб и произнес. Так может, нам все-таки сразу начать биться. В этот момент одна из девушек у стола приблизилась к красному пологу, слегка склонилась, будто слушая приказание человека, сидящего за занавесью, кивнула, вновь выпрямилась и громко объявила. «Прошу минуту тишины», градоначальник говорит. Стоило ей заявить, что градоначальник собирается что-то сказать, демоны тут же притихли, воцарилась звенящая тишина. Девушка произнесла, градоначальник сказал, что желает изменить правила. Демоны наперебой заговорили, воля градоначальника, и есть главное правило. Как градоначальник велит, так и будет. Как желаете изменить правила? Девушка произнесла, градоначальник говорит, что сегодня у него прекрасное настроение, и он хочет сыграть с нами. Вы можете бросить ему вызов. Кто победит, тот забирает безделушку с потолка. Сварить его на пару, на воде, изжарить на сковороде или в масле, как лепешку, или же вовсе замариновать, решать будет победитель. Услышав об игре с самим градоначальником, демоны застыли в нерешительности. Видимо, Хуачен действительно никогда не участвовал в игре лично. Кое-кто посмели и нетерпеливо потирал руки, однако пока не решался вызваться первым. Лан Цаньцу все это время висел под потолком, пытаясь вырваться. Раздался его гневный выкрик. «Что значит, безделушку? Я вам не вещь. Кто позволил ставить меня на кон?» Множество женщин-демонов, услышав его громкое возмущение «Я вам не вещь», тайком захихикали, неприкрыто глазея на Лан Цаньцу, облизывая губы кончиком кроваво-красного языка, будто желая поскорее разорвать его на кусочки и съесть. Селянь подумал, ох, несносное дитя, лучше тебе поменьше открывать рот. Беззвучно вздохнув, принц вышел вперед и мягко произнес. «Если так, тогда позвольте я попытаюсь счастья». Услышав его слова, фигура за красным пологом на мгновение застыла, затем медленно поднялась. Девушка у полога с улыбкой произнесла. «Что ж, в таком случае прошу молодого господина выйти вперед». Люди и демоны в главном зале без приказания освободили путь, позволяя храбрецу пройти сквозь толпу. Селянь направился к пологу. Девушка обеими руками протянула ему черный до блеска игральный стакан.
Прошу, ваш ход. Ко всем предыдущим игрокам она обращалась исключительно на «ты», при этом голос девушки звучал ровно, но без почтения. Теперь же она обратилась к принцу на «вы», и тон ее сделался весьма учтивым. Сэлянь принял из рук девы игральный стакан из черного дерева, ответил премного благодарен и едва слышно кашлянул. Он совершенно не умел обращаться с такими вещами, поэтому просто потряс стакан, делая вид, что сам заядлый игрок. Потрясая стакан, принц поднял глаза и посмотрел на висящего под потолком Лан Цаньцу. Тот, увидев его, округлил глаза, преисполнился надежды на освобождение, однако, к счастью, не стал ничего выкрикивать. При взгляде на выражение его лица Сэлиню почему-то стало немного смешно, однако он сдержался от улыбки. Принц тряс кости довольно долго, зато наконец остановился. Бесчисленные пары глаз неотрывно следили за стаканом в его руках. Сэлиню даже показалось, что этот маленький стаканчик сделался непомерно тяжелым, и даже не знал, как именно его следует держать. Принц уже собирался узнать итог, когда девушка у игрального стола произнесла: «Постойте, Сэлянь, что, девушка, градоначальник говорит, вы неправильно трясете кости, нету положения». Сэлянь подумал, так значит, и впрямь существует верное положение. ВОС, можно, раньше мне не везло потому, что я о нем не знал. Он робко спросил, в таком случае осмелюсь спросить, какое положение будет считаться верным. Девушка, градоначальник говорит, вы можете подойти. Он согласен вас научить. После ее слов толпа демонов в игорном доме издала шипение, будто задыхаясь от нехватки воздуха. До Сэляня донеслось бормотание. Градоначальник хочет обучить его. Неслыханное дело. Значит ли это, что бедняга распрощается с жизнью? Какой замысел преследует градоначальник? Кто этот человек? Почему его нужно обучать? Разве кости трясут как-то иначе? Что еще за верное положение? Сэлянь тоже задавался этим вопросом. Девушка тем временем указала жестом на красный полог и пригласила. «Прошу». Сэлянь, прижимая к груди игральный стакан из черного дерева, подошел вплотную к красной завесе. Газовая ткань едва заметно колыхалась, свободно ниспадая красной тенью. Фигура за пологом стояла прямо напротив принца, между ними осталось расстояние не больше половины вытянутой руки. Спустя несколько мгновений из-за полога, сквозь множество слоев красной завесы, протянулась кисть руки, которая коснулась ладони Сэляня, поддерживающей игральный стакан снизу. То была правая рука, изящная и бледная, с отчетливыми суставами. На среднем пальце повязана красная нить. На фоне блестящего черного стакана белая кожа казалась еще более бледной, а красный цвет нити еще более ярким и прекрасным. Неспешно Сэлянь поднял взгляд. За пологом, походящим на красное облако, ни слова не говоря, стоял юноша 18-19 лет. Сань Лан, все тот же наряд краснее клена и белая, словно снег, кожа. То же исключительно прекрасное лицо юноши, столь ослепительное, что невозможно долго смотреть в упор. Только черты лица стали более выразительными, ушла детская невинность, прибавилось спокойствие и серьезности. Можно назвать его юношей, но также уместно назвать мужчиной. Неудержимый нрав никуда не исчез, но обернулся своевольным высокомерием. Все те же глаза, яркие, словно звезды, теперь внимательно смотрели на принца, не отводя взгляда. Вернее сказать, яркий, словно звезда, но лишь один, левый глаз. Правый глаз скрывала черная повязка.